Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Харькова. Традиционно постараемся с помощью статистических данных разобраться в процессах, которые я наблюдал как в краткосрочном периоде, то есть это у нас будет период исследования всего лишь 1 месяц, будем сравнивать март с апрелем месяцем. Ну и в конце видео будем говорить уже о тенденциях, то есть это долгосрочные процессы, которые протекают на рынке недвижимости на протяжении 12 месяцев. И, конечно же, будем говорить и с цифрами, и говорить о первичном, вторичном рынке. Также поговорим о классах рынка недвижимости, на которых, кстати, рынок недвижимости или вся недвижимость классифицируется. Итак, друзья, материал будет достаточно большой. Досмотрите до конца. В конце сделаю прогноз, что произойдет с недвижимостью до конца первого полугодия или второго квартала 2026 года. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр, как я люблю говорить, постараемся вместе с вами разобраться, что произошло и происходило с рынком жилой недвижимости города Харькова. Итак, друзья, перед вами карта северо-восточного региона, куда входят 4 крупных областных города-центра. Сегодня мы с вами говорим о городе Харьков. Показываю указкой. Давайте расскажу, как пользоваться данной информации. Ну, хочу вначале напомнить вам, был такой, великий расследователь Шерлок Холмс, помните, да? Так вот, он в своих расследованиях применял метод дедукции, это научный метод, и этот метод, если очень просто, ну, простым словами, если значит, что сначала человек от общего переходит к частному, сначала человек видит всю картинку, и потом уже декомпозирует эту картинку до частных каких-то моментов. Я не случайно вспомнил Шерлока Холмса. Я в своих исследованиях также применяю метод дедукции. И сейчас на примере вот данной карты покажу вам, как это работает. Итак, мы говорим о сводных данных, обобщенных данных в целом по городу Харьков. Это первичный, вторичный рынок и в разрезе еще и классов. Итак, начнем работать с данной информацией. Начнем с населения. Население 1400, вернее 1 миллион 419 тысяч, друзья, это официальная статистика довоенная. Сейчас понятно, что никто не знает, сколько в Харькове живет людей, но я предполагаю, что ну, меньше миллиона. Я думаю, что все-таки в Харькове меньше миллиона людей живет. То есть, кто с Харькова, напишите мне, как ваше ощущение по людям, которые на улице находятся. Понятно, что цифру вы точно не знаете, но визуально можно увидеть больше людей или меньше людей. Почему я это спрашиваю? Да потому что мы на протяжении 2025 года видели, как растет стоимость квадратного метра. То есть это говорит о том, что есть спрос на недвижимость. Ну, я просто потом вам расскажу о законе спроса и предложения, чтобы вы понимали логику. Поэтому мне интересно, все-таки меньше людей стало или же больше. Напишите. Дальше. Количество предложений, друзья, которые попали в генеральную выборку, это так называется 37 500 объектов жилой недвижимости. Это первичный, друзья, и вторичный рынок. Отвечая на вопрос, который наиболее часто мне задают: Андрей, откуда у тебя информация? Друзья, у меня есть авторское право и патент на софт или программное обеспечение, которое называется Olymp News. И с помощью вот этой программы я собираю всю информацию, которая попадает в сеть интернет. То есть информацию, которую, в сути, ну, предложение квартиры и не только, недвижимость, выставленная для продажи. Поэтому я работаю с большими цифрами, и зачастую там риэлторы мне что-то рассказывают. Друзья риэлторы, ваша задача продавать недвижимость, ни больше, ни меньше. Как юристы зачастую тоже что-то там пишут. Да, друзья юристы, ваша задача что? Сопровождать сделку, то есть вы должны знать хорошо законы,
предостерегать своих клиентов от, так сказать, проблем, которые могут возникнуть при приобретении квартиры или при продаже. А вот задача людей, которые анализируют рынок недвижимости, к таким отношусь я, причем я это делаю профессионально на протяжении уже ну, многих-многих лет, больше 10 лет. Задача таких специалистов – это работать с большими цифрами. Я вам на примере показываю 30, выборка ну, на еще таком языке сухом статистическом называется это ну, видите, какая выборка большая, 37 тысяч, еще раз напомню. Это, ну, помимо того, что это релевантная выборка, однородная, то есть здесь присутствует только жилая недвижимость соответствующих классов. Это еще репрезентативная выборка, то есть вообще считается больше 2000 объектов, это уже ну, супер репрезентативная выборка. То есть она отражает через большие цифры именно состояние рынка недвижимости, что, собственно говоря, я им показываю и рассказываю. Попробуйте обработать 37 тысяч объектов жилой недвижимости глазами или там, не знаю, руками. Поэтому риэлторы, по сути дела, не знают рынка, они просто продают. И в лучшем случае, если успешный риэлтор продал 2 квартиры за полгода, это уже для него, в общем-то, ну, успех успешно, что называется. Поверьте, я знаю изнутри риэлторское сообщество. Поэтому еще раз, друзья, переходим от количества предложений, которые были обработаны, уже к стоимостным показателям. Будем говорить о социальном жилье. Средняя стоимость квадратного метра, это вторичный рынок, подешевела за 1 месяц, период сравнения, напомню вам, март-апрель на 0,34%. Друзья, впервые за 4 месяца 2026 года мы увидели стоимость данного класса, показала нам незначительную, но все-таки динамику снижения. Также напомню, весь 2025 год мы наблюдали в городе Харьков и не только рост стоимости квадратного метра как жилой, так и коммерческой недвижимости. Но будем наблюдать, что дальше будет происходить. Будут прогнозы, когда досмотрите, я расскажу вам о своих предположениях, о том, что будет происходить на рынке недвижимости. Дальше, друзья, аренда, также социальное жилье. Здесь сравниваем мы квартал с кварталом. Мы видим, что это 4 квартал, декабрь 2025 год. Сравниваем с мартом 2026 года. Динамика роста плюс 1,33%. То есть аренда также выросла за период 1 квартал. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, друзья, это также вторичный рынок. Также снижение видим впервые за 4 месяца. Ну, напомню вам, 4 месяца это апрель, 4 месяц, поэтому 4 месяц нам показал динамику снижения незначительную на 0,28%. А вот первичный рынок квартиры эконом-класс продолжает показывать динамику роста. За месяц плюс 0,18%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс рост за месяц плюс 0,11%. Ну и первичный рынок квартиры элитного класса. Здесь мы видим динамика отрицательная, то есть снижение за месяц минус 0,07%. Друзья, переходим от обобщенных данных к более декомпозированным данным. Помните, да? Метод, который применял Шерлок Холмс, метод дедукции. Так вот, сейчас мы будем говорить уже более подробно о декомпозированных данных по каждому сегменту рынка недвижимости. Это первичный, вторичный рынок. И в разрезе классификации. Перед вами карта города Харькова в разрезе на административные районы. Это самый большой класс рынка недвижимости, класс социальное жилье. Друзья, что бросается в глаза? Наименьше всего, или точнее наибольше, да, начнем с этого, подешевело за месяц в 3 административных районах недвижимость. Это Немышлянский район, минус 0,36%. Нет, друзья, один район, индустриальный район, показал нам наибольшую динамику снижения, минус 0,37%. Ну и меньше всего, как ни странно, подешевела недвижимость в Шевченковском районе, минус 0,29%. В целом, по городу Харькову мы видим снижение данного класса жилья, минус 0,34%. Это впервые
за 4 месяца 2025 года. 26-го, я прошу прощения. Переходим к следующему слайду. Это уникальный слайд. Он появился благодаря вашим просьбам. Вы просили меня: Андрей, покажи, что произошло с недвижимостью на протяжении 4 лет войны, и там сколько-то, несколько месяцев, да. Подобную информацию вы не найдете на просторах интернета. Итак, друзья, я взял в качестве примера самый большой класс рынка недвижимости, класс социальное жилье. И давайте вместе разберемся, что происходило с недвижимостью данного класса. Март месяц 2022 год. Напомню вам, что война началась в феврале, 24 февраля 2022 года. Здесь поквартальные исследования. Видим, что 682 доллара стоимость квадратного метра, это, еще раз напомню, март 2022 год, и уже апрель 2026 год, 588 долларов за квадратный метр. Давайте пройдемся, что произошло, просто напомню, я хорошо помню это время, напомню вам. Первый год войны, снижение было в городе Харькове примерно порядка, наверное, 7% стоимости. Можете посмотреть, я могу ошибиться, но рэперные вот эти точки есть, поквартально вы можете сами посчитать. По-моему, было где-то порядка 8% снижения стоимости квадратного метра. Второй год войны, друзья, здесь мы увидели, что рынок недвижимости практически по продажам остановился и по предложениям в том числе, незначительное количество предложений. А с чем это связано? Напомню вам, что второй год войны, значит, нам говорили со всех утюгов о том, что война закончится, будем пить кофе на набережной в Ялте. Действительно, с Харьковской области войска Российской Федерации ушли, с Сумской, с Черниговской, из-под Киева ушли, с Киевской области. Ну и, конечно же, люди, которые продавали недвижимость, они, в общем-то, понимая, что продавать во время войны себе дороже, то есть продаж за бесценок, остановили продажи свои, так сказать, своей недвижимости, да, а некоторые даже стали повышать стоимость квадратного метра. Несмотря на то, что это второй год войны, и экономика, в общем-то, ну, разрушалась все интенсивнее и интенсивнее. Мы вспомним еще второй год войны. Третий год войны, друзья, снижение порядка было 13% стоимости квадратного метра на 13%. Это был самый такой плохой год для недвижимости с точки зрения удешевления квадратного метра. А вот, друзья, четвертый год, здесь произошло нечто, что, в общем-то, достаточно сложно объяснить, хотя у меня есть предположение. Помните, я всегда повторяю, что наука изучает какие-то повторяющиеся во времени процессы. И вот эти закономерности, которые повторяются, анализируются и делаются какие-то, в общем-то, предположения или же гипотезы, с чем это связано. Так вот, мое предположение, 2025 год, рост стоимости где-то порядка 5% в годовом измерении. Вот здесь мы видим, да, на этом слайде. То есть очень напоминает второй год войны. Второй год войны остановился рынок с точки зрения снижения стоимости квадратного метра. Это один из самых основных показателей, который характеризует состояние рынка недвижимости. А вот в четвертый год войны стоимость выросла на 5%. Друзья, давайте вспоминать, что же произошло в 2025 году. То есть есть внутренние факторы, которые влияют на состояние рынка недвижимости. Рынок недвижимости измеряется как стоимостью, ну это стоимостные показатели, сейчас мы о них говорим, да, количеством транзакций, количество проданных квартир, то есть это активность рынка. Количество сдаваемого в эксплуатацию жилья – это тоже активность на первичном рынке. То есть что произошло на четвертый год войны? А вспомним, что Дональд Федорович, это уже внешние факторы, которые влияют на состояние рынка. Это они зависят от экономики, то есть внешние факторы – это война, голословные выступления представителей власти как в Украине, так и крупных геополитиков. Так вот, Дональд Федорович, как только стал президентом Соединительных Штатов, он, значит, что заявил, что война закончится за день. То есть начал громкоголосо сотрясать воздух. Ну и, конечно же, люди, скорее всего,
действительно подумали, что война закончится или же скоро закончится, раз такой уважаемый, так сказать, да, человек говорит, что война закончится быстро. Решили, что, ну, как минимум поднять стоимость квадратного метра для того, чтобы не, так сказать, не продать дешевле ту недвижимость. Больше это ни с чем не связано. С точки зрения экономики, четвертый год войны, город разрушается, платежеспособного населения становится меньше. Кто-то мне говорит, что ТЦК, там, ну ТЦК, друзья, их немного на самом деле. Там получается где-то порядка 50 тысяч. Сейчас, может, больше, на всю Украину, то есть они погоду для рынка не делают, да. Хотя, да, действительно, мародерят хорошо и, в общем-то, зарабатывают на бусификации. Поэтому, скорее всего, это мы работаем с предложениями, вспомнили, да, это не проданные квартиры, как мне многие спрашивают, откуда ты знаешь, за сколько продана квартира? Я не знаю, за сколько продана квартира, об этом знает только продавец и покупатель, ну и риэлтор, если он присутствует при сделке. Я предполагаю, я беру объявления, которые вижу, я показывал вам, какая выборка огромная, да, репрезентативная. Беру эти объявления и по определенному алгоритму обрабатываю с коэффициентом торга, предполагая, что при продаже еще будет торг на тот или иной объект недвижимости. Поэтому я выхожу на, как мне кажется, справедливую рыночную стоимость. Об этом вам и говорю. Итак, мы видим, что 2025 год стоимость росла где-то на 5%. Также она росла 2026 год, первый квартал. А вот в апреле месяце мы увидели незначительные колебательные процессы, показывающие нам вот это снижение за месяц, ну, незначительное. Да? Я, друзья, все-таки предполагаю, что мы будем видеть, как стоимость квадратного метра будет снижаться, но об этом мы поговорим попозже. А теперь, отвечая на вопрос, так сколько же все-таки подорожала или подешевела недвижимость, смотрим внизу, видим здесь табличка такая экселевская. Excel посчитал за нас. Видим за 4 года войны и там несколько месяцев, да, снижение минус 13,78%. Недвижимость данного класса подешевела, ну, можно округлить до 14%. Да, друзья, именно так ведет себя рынок недвижимости. Не как говорят риэлторы, все пропало, подешевело на 70% или подорожало на 100%. Рынок недвижимости не ведет себя таким образом. Почему? Потому что, ну, во-первых, в каждой квартире живут люди, и люди просто так недвижимость не продают. А мы сейчас говорим о вторичном рынке, не о первичном, а о вторичном рынке. Поэтому снижение присутствует, на рынке есть, но оно незначительно. Переходим к следующему, друзья, слайду. Проговорим очень быстро, что произошло с арендой. Видим вот здесь внизу подытоживающие данные. Рост 1,33%, сравнивая первый квартал 2026 года с четвертым кварталом 2025 года. Видим динамику роста аренды на 1,33%. Следующий, друзья, слайд посвящен вторичному рынку квартир эконом-комфорт-класс, которые также подешевели за месяц минус 0,28%. Вы можете посмотреть в абсолютных цифрах, друзья, стоимость квадратного метра в разрезе административных районов. Также можете увидеть, на сколько процентов подешевела недвижимость в разрезе административных районов. Следующий, друзья, слайд – это первичный рынок квартиры эконом-класс. Здесь мы видим динамику роста плюс 0,18%. Также, друзья, можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. И в данном случае рост в процентном соотношении всего лишь за месяц. Следующий, друзья, слайд. Также первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс. Они подорожали у нас, видим, на 0,11%. Можете посмотреть по административным районам, сколько стоит квадратный метр данных классов недвижимости. Видите, отличается и достаточно сильно. И также динамику роста за месяц в процентном соотношении. Ну и последний, друзья, слайд. Здесь мы видим первичный рынок квартиры элитного класса. Всего строится в двух административных районах. Компании-застройщики строят квартиры данного класса. Шевченковские и Киевские, центральная часть города.
Итак, мы видим, что даже в этих двух районах один и тот же элитный класс, но сильно отличается по стоимости квадратного метра. Все зависит от локации. В данном случае снижение за месяц минус 0,07%. Ну и, друзья, переходим к, так сказать, основному, не основному, традиционный мой слайд, где мы говорим о периоде исследования 1 год. Видим апрель 2025 год, стоимость социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости в качестве примера привожу вам $565 и $588, это уже апрель 2026 год, что показало динамику роста плюс 4,07% за 12 месяцев. Друзья, немного рекламы. Я и компания Olymp Consulting готовим также на протяжении больше 10 лет уже, наверное, для крупных украинских системных национальных банков, так и иностранных банков готовим индексы. И хочу показать вам на примере данного класса жилья, что такое индекс. Ну, во-первых, вот здесь мы видим, да, он положительный, единичка, запятая, 0,41. Что такое, друзья, индекс недвижимости? Индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра по времени. Считается он достаточно просто, если у вас, друзья, есть статистические данные. Показываю на примере. Как он считается? 588 делим на 565, получаем динамику роста в процентном соотношении плюс 4,07% за год, или же положительный индекс единичка, запятая 0,41. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, то есть это управление по рискам и риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих, друзья, в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И на примере вот данного индекса или рынка жилой недвижимости, социальное жилье, показываю вам, как считается данный индекс. То есть вот эта синергия знаний наших поможет и вам в вашем сложном бизнесе. Ну и, конечно же, мне дальше заниматься наукой и развиваться вместе с компанией Olymp Consulting. Также напомню вам, что вы хорошо знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я буду вам показывать ежеквартально, как меняется стоимость недвижимости, растет или снижается, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые какие-то средства. Найти меня несложно, наберите, точнее в описании канала есть мой Viber телефончик, есть старовский, есть кипрский телефон, в зависимости от локации можете созвонимся, спишемся, как удобнее, составим техническое задание, и вы будете получать раз в квартал полную картинку о том, что происходит с недвижимостью, дешевеет или дорожает она, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые какие-то средства. Итак, это была реклама, друзья. Запомнили, что на 4% за период сравнения 1 год выросла стоимость квадратного метра. Ну, а теперь давайте перейдем к следующему слайду, уже завершающий. Сравним аренду с рынком предложений. Да, вот здесь, помните, я говорю о предложениях. Квартиры выставлены для продажи. Это не проданные квартиры, которые выставлены для продажи. То есть я уже говорил на этом слайде, что на 4% за год подорожала недвижимость. А вот давайте сосредоточимся. Нижняя часть слайда – это у нас аренда. Харьков, средняя аренда по городу. Пройдемся. Период сравнения март 2026 с мартом 2025 года. То есть сравнили первый квартал 2026 года с первым 2025 по аренде. И что, друзья, вы здесь видите? Не падайте со стула. Видим, что аренда выросла на 6,19%. Много это или мало? Друзья, это очень много. Я предполагаю, что аренда достигла верха, так сказать, вот этого апогея, да, или апогей
Ну, то есть дальше это, если будет она дорожать, это просто какое-то безумие. Я почему объясню, что это безумие? То есть с точки зрения логики и экономических процессов, которые мы наблюдаем, это нереально просто, уже нереально, 6,19%. Ну, во-первых, давайте, почему я считаю, что это много. Предположим, да, важное замечание. Здесь вторичный рынок я показываю в долларах стоимость квадратного метра. Это квартиры, которые выставлены для продажи. Здесь квартиры выставлены для аренды. Здесь также я показываю стоимость аренды в долларах. То есть я привел к одному, одной денежной единице, чтобы вам было удобно. Хотя на самом деле аренда, сдают в аренду за гривны, но привязаны в любом случае к долларам, к доллару. Так вот, предположим, друзья, что у вас есть 10 тысяч долларов, да, и вы решили положить эти деньги на депозит в любой коммерческий или государственный банк. То есть вы с ужасом для себя узнаете, ну я на примере просто привожу, что это будет 1%. Пассивный доход такой вы получите 1%, это от 10 тысяч долларов, это за год 100 долларов. То есть это вообще ни о чем, риски огромные, то есть вашими деньгами будут пользоваться год и всего лишь дадут вам 100 долларов. Вот такой пассивный доход предлагают вам банки в Украине. Значит, а здесь, если вы купили квартиру, я не призываю не покупать, не сдавать в аренду. Просто я работаю со статистикой и на примере цифр показываю вам, почему аренда показала просто такой сумасшедший какой-то рост. Это же в долларах. Так вот, за год квартиру, которую вы приобрели за 10 тысяч, вы, конечно же, не купите, но за 25, я так думаю, что в Харькове можно купить однокомнатную квартиру. И вот если ее сдавать, то за год вы получите, в привязке к доллару, да, получите 6,19% такой пассивный доход. Понятно, что это не чистый операционный доход. Отсюда надо еще вычесть затратную часть, но все равно это, друзья, очень и очень много. С учетом того, что Харьков, прифронтовой город, обстреливается. Кстати, в городе Днепре тоже порядка 7%. Это город Днепр номер один по аренде идет, это прифронтовой город. Город Харьков номер два по аренде, по стоимости аренды. Это связано с тем, что, во-первых, прифронтовые города, там достаточно сильно развитый ВПК. Это военно-промышленный комплекс, то есть там дроны делают, ремонтируют, значит, военную технику. Естественно, много специалистов, как военных, так и гражданских, работают на ВПК. А там достаточно неплохие зарплаты. Людям надо снимать в аренду жилье, они это делают. И именно с этим, я так предполагаю, связан рост в сегменте аренда жилой недвижимости. Но еще раз напомню, вот эта цифра 6,19% это апогей, то есть все выше уже, наверное, это безумие только. Никакие экономические процессы не могут, так сказать, объяснить, если будет дальше расти стоимость квадратного, вернее, стоимость аренды, поэтому я предполагаю, что мы во втором квартале, друзья, увидим снижение аренды. Как и будем видеть, снижение, верхний график смотрим, стоимости квадратного метра, потому что это тоже, я объяснял, с чем это связано, да, мои предположения. А внутренние факторы, которые влияют на состояние рынка, они печальные, то есть так называемый внутренний региональный продукт Харьковской области, посмотрите, сравните довоенный период с сегодняшним, то есть вы поймете ту бездну, куда падает экономика. Рынок недвижимости, являясь сегментом украинской экономики, он не может работать в противофазе. Итак, друзья, заканчиваем, так сказать, просмотр слайдов и, переходя к прогнозам, я, так сказать, напомню вам, что я в своих прогнозах использую научный метод многофакторного анализа, то есть я смотрю макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики. Я, конечно же, смотрю на внешние факторы, да, хотя многие факторы я просто не могу предугадать, потому что это внешние факторы, они неизвестны, это, напомню, голословные заявления
правительства в Украине, так и других геополитиков, да, как Дональд Федорович говорил, что война закончится, и рынок недвижимости отреагировал. Хотя рынок недвижимости — это не спекулятивный рынок, мы говорим сейчас о вторичном рынке недвижимости. Друзья, я все-таки предполагаю, что мы будем видеть по 0,5% снижения стоимости квадратного метра. То есть в апрель это возможно начало тенденций. Тенденции, можно говорить о тенденциях, когда на протяжении полгода будем видеть снижение, вот тогда уже точно совершенно можно говорить, что это тенденции и до конца года будет снижаться стоимость квадратного метра. А пока я только предполагаю, что вот этот первый месяц, апрель месяц, это начало снижения стоимости недвижимости города Харькова. А аренда нам покажет уже во втором квартале, я почти не сомневаюсь, также снижение стоимости аренды, потому что ну, 6% это уже много для аренды за год. Друзья, ну вот очень постарался подробно вам рассказать о том, что происходило с рынком недвижимости, о том, что сейчас происходит, зафиксировал в цифрах, и о том, что будет происходить во втором квартале 2026 года. То есть это краткосрочный прогноз. Пришло время, друзья, прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо подписаться на мой канал, ну как минимум. И вы должны, друзья, помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом, ну или как минимум картой в путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.